Эмоциональное откровение Тэхэна. Больше, чем просто дружба. Привет, любители BTS! Является ли отношение между Тэхэном и Чунгуком лишь тенью чего-то более глубокого? Или за их улыбками на сцене скрывается эмоциональная правда? Этот вопрос теперь не дает покоя миллионам фанатов по всему миру, особенно после того, как Тэ наконец прервал долгое молчание признанием, которое не просто шокировало, но и потрясло фанатов. Эмоции до слез. Никто не ожидал этого. За сверкающими огнями сцены и идеально видимым смехом скрывалось чувство, которое тихонько было похоронено. Чувство, которое теперь впервые было честно озвучено самим одним из самых харизматичных участников BTS. Это признание не просто обычное заявление. Оно исходит от того, кто известен своей невозмутимостью, загадочностью и редко раскрывает свое сердце на публике. Тэхэн, или Ви, как его ласково называют, годами, казалось, поддерживал свой образ, сохраняя дистанцию между своим сценическим «я» и настоящим. Но когда слова наконец сорвались с его губ, мир, казалось, на мгновение замер. Камера запечатлела его влажные глаза, дрожащий голос и улыбку, которая была почти сломлена долго сдерживаемыми эмоциями. Зрители по всему миру могли только замереть, потому что признание было не о карьере, не о музыке, а о ком-то, кто значил так много в его жизни. Чонгуке. «Все это время я просто молчал», — сказал Тэ в эксклюзивном интервью, которое стало вирусным на всех медиаплатформах. «Но есть вещи, которые я больше не могу скрывать. Чунгук — это не просто коллега, не просто друг. Он та часть моего пути, которую труднее всего описать словами». Эта фраза мгновенно потрясла мировой фандом. Многие не могли в это поверить, некоторые плакали, а другие могли только смотреть на свои экраны со смешанными чувствами между тронутостью, смущением и поражением от такой неприкрытой честности. Не было сопровождающей музыки, не было подготовленного сценария, был только Тэхэн, который наконец-то заговорил от сердца. История, скрытая за кулисами. Что на самом деле происходит за кулисами отношений Тэхэна и Чунгука? Почему это признание пришло сейчас, после многих лет их совместной жизни под прицелом камер, среди давления индустрии и в присутствии миллионов фанатов, которые всегда ищут признаки их близости? Чтобы понять все, нам нужно вернуться далеко назад, к тому времени, когда два молодых человека из разных городов были объединены общей мечтой. Когда Тэхэн впервые встретил Чунгука, их мир не был таким большим, как сейчас. Они были всего лишь двумя молодыми тройни, борющимися в тесной тренировочной комнате в Сеуле, с уставшими телами, сорванными голосами и смутными мечтами. Чунгук пришел как Макне, застенчивый младший, в то время как Тэ пришел с непредсказуемой энергией. Иногда серьезный, иногда веселый, иногда загадочный. Но с самого первого дня, когда они встретились, между ними существовало что-то невидимое. «Он был очень тихим», — сказал Тэхэн в старом клипе, который снова стал вирусным. «Но я знал, что в нем есть что-то необычное. Я просто хотел, чтобы он знал, что я верю ему». Эти слова, которые когда-то могли показаться простыми, теперь ощущаются как части длинной истории, смысл которой раскрылся только сейчас. Потому что со временем их близость росла не только благодаря репетициям и сцене, но и благодаря пониманию друг друга за кулисами, среди усталости, давления и иногда одиночества. Чунгук, известный как свой перфекционизм, часто воздерживается от проявления своих слабостей. Но Тэхэн всегда знал, когда у Чунгука были проблемы, когда он сдерживал слезы и когда ему нужен был кто-то, кто просто сядет рядом, не говоря ни слова. «Иногда нам не нужно много слов», — однажды сказал Тэхэн. «Нам нужен просто кто-то, кто понимает наше молчание». И именно здесь их отношения начали меняться. Они стали не просто членами одной группы, а двумя молодыми душами, которые выросли вместе, научившись справляться с суровым миром по-своему. Признание, которое остановило мир. Но по мере того, как BTS становились все больше, росло и давление. Фанаты начали замечать каждый взгляд, каждое прикосновение, каждое маленькое взаимодействие между ними. Тэгуки, как их называет фандом, стали одним из самых популярных и спорных терминов в сообществе ARMY. Некоторые считают это милым, некоторые думают, что это просто фан-сервис, а некоторые видят в этом что-то более глубокое. Но среди всего этого и Тэхэн, и Чунгук хранили молчание. Они никогда прямо ничего не подтверждали и не отрицали, пока, наконец, не настал тот вечер, когда Тэхэн заговорил, и мир остановился. Интервью было простым, без грандиозного освещения, без написанного сценария, только микрофоны и стулья.
но тишина в комнате была тяжелой. Когда интервьюер спросил о его отношениях с Чонгуком, Тэхэн долго смотрел вниз, как будто взвешивая каждое слово, которое хотел сказать. «Все это время люди видели только то, что хотели видеть», – тихо сказал он. «Но для нас отношения намного сложнее. Там есть любовь, но это не та любовь, о которой вы думаете. Там есть потери, есть понимание, есть страх потерять друг друга». Эта фраза сделала атмосферу тихой. Интервьюер, кажется, даже затаил дыхание. «Вы сказали, что там есть любовь?» Тэхэн медленно кивнул. «Да, но любовь может значить многое». Прямо в этот момент его слезы впервые упали перед камерой. Для многих фанатов этот момент ощущался как кульминацией эмоционального путешествия, которое они давно чувствовали, но никогда не озвучивали. Армии по всему миру наводнили социальные сети сообщениями поддержки, видеоэдитами и эмоциональными постами, говоря, что признание было не только о личных отношениях, но и о смелости быть честным человеком в мире, полном ожиданий. Но для других это признание породило больше вопросов. Признался ли Тэхэн в чем-то, что скрывал? Знает ли Чонгук и почему сейчас? Реакция и последствия. По словам нескольких близких источников, цитируемых южнокорейскими медиа-СМИ, отношения между ними действительно переживали взлеты и падения за последние несколько лет. Было время, когда они редко разговаривали, даже едва взаимодействовали на публике. Но именно после этого трудного периода они стали ближе. Во время одного из личных влогов Чонгука, выпущенного несколько месяцев назад, он сказал: «Иногда нам нужно расстояние, чтобы понять, что кто-то значит». Эта фраза теперь снова связана со заявлением Тэхэна. Фанаты уверены, что между ними гораздо более глубокая эмоциональная связь, чем просто согруппники по группе. «Он всегда рядом», — сказал Тэхэн в этом интервью. «Даже когда я ничего не говорю, он знает». Это признание знаменует новую главу в пути BTS. Не только как музыкальной группы, но и как личностей, которые осмеливаются показать свою человеческую сторону. В культуре корейской индустрии развлечений, которая часто требует совершенства и подавляет личное самовыражение, такая честность кажется редкой, даже революционной. Международные СМИ также отреагировали. Rolling Stone написал, что заявление Тэ было самым честным и эмоциональным моментом в истории BTS, в то время как Billboard назвал это глубоким размышлением о дружбе, потере и любви в ее самой искренней форме. Но несмотря на всю похвалу, Тэхэн на самом деле выглядел спокойнее. В посте на Weverse через несколько дней после он написал: «Я не знал, поймет ли мир, но я рад, что наконец-то честен. Спасибо за то, что выслушали». Чонгук, с другой стороны, не дал немедленного комментария, но всего через несколько часов после появления поста Тэхэна он загрузил короткую песню на SoundCloud под названием «Ты знал меня». В двухминутной песне есть только один куплет, но его смысл очень глубокий. «Ты видел меня, когда я не мог видеть себя». И для армии этого достаточно. Теперь признание Тэхэна — это не просто вирусная новость, оно стало символом честности, мужества и чувств, которые не может ограничить ни один ярлык. Армии не плачут из-за скандала или сплетен, а потому, что они стали свидетелями того, как два человека, которые выросли вместе, заботились друг о друге и, наконец, осмелились открыть свою самую глубокую сторону. «Им не нужно ничего объяснять», — написал один фанат на X. «Любовь в любой форме есть любовь, и мужество сказать об этом перед миром — это прекрасная вещь». Ответ Чонгука. Мир ждал реакции Чонгука, и в этой тишине любопытство превратилось в почти мистическое напряжение. Прошли дни без официального заявления. Но его молчание только добавило загадочности. Армии по всему миру наводнили социальными сетями теориями, анализами, даже переосмыслением каждого движения Чонгука, запечатленного на камеру. В коротком прямом эфире на Weverse через неделю после признания Тэхэна Чонгук появился с усталым лицом, растрепанными волосами и глазами, которые, казалось, сдерживали много невысказанного. Он долго сидел, не говоря ни слова, глядя на экран. Тысячи комментариев поступали каждую секунду, большинство спрашивали: «Ты слышал, что сказал Тэ?» Но Чонгук лишь немного улыбнулся, глубоко вздохнул, а затем тихо сказал: «Да, я слышал». Фраза короткая, но для тех, кто следил за историей, слово прозвучало как и взрыв. «Он знает», — сказал один фанат на X.
и ему не нужно говорить больше ничего. Но для других эта улыбка была не ответом, а признаком того, что что-то еще сдерживается. И это правда. Через несколько дней Чунгук снова потряс мир. Он выпустил короткое видео на YouTube-канале BTS под названием «То, что я хотел сказать». В 4-минутном видео Чунгук сидит в темной репетиционной комнате, освещенной только маленьким светом над ним. Ни музыки, ни эффектов, только звук дыхания и долгая тишина. «Я не знаю, как ответить», — сказал он хриплым голосом. «Но я знаю, что каждое слово, которое он сказал, идет от сердца». Он замолчал на мгновение, затем посмотрел в камеру дрожащими глазами. «Мы с Тэхеном прошли через многое. Иногда мы не соглашались, иногда отдалялись друг от друга. Но в каждом из этих путешествий я всегда чувствовал, что он понимает меня, даже когда я не понимал себя». Его руки дрожали, когда он продолжал. «Я не знаю, что люди думают о наших отношениях, но я знаю одно. Я благодарен ему, потому что без него я, возможно, не был бы тем Чунгуком, которым являюсь сегодня». После этой фразы Чунгук долго молчал. Его глаза наполнились слезами, и в этой тишине тысячи фанатов по всему миру плакали вместе. Видео заканчивается одной фразой, от которой всех бросает в дрожь. Некоторые чувства не нуждаются в словах, им просто нужно время. Новая глава. После выхода видео СМИ по всему миру стали его обсуждать. The Guardian написала, что взаимодействие между Тэхеном и Чунгуком теперь не просто фанатские сплетни, а реальное отражение эмоциональной связи двух людей, которые выросли вместе под огромным давлением. Даже профессор поп-культуры из Сеульского национального университета доктор Хан Су Ан прокомментировал в телеинтервью: «То, что мы наблюдаем, это не просто признание артиста согруппенику, это социальный феномен. Две мировые иконы демонстрируют форму честности, которая очень редка в корейской индустрии развлечений. Они стирают грань между публичным образом и личной реальностью». Внезапно то, что началось как эмоциональный момент, превратилось в академическую дискуссию об эмпатии, маскулинности и мужском эмоциональном выражении в кей-поп-культуре. Фанаты не только плакали, но и начали писать статьи, снимать короткие документальные фильмы и даже проводить онлайн-дискуссии на тему понимания тэбутов за пределами сцены. С тех пор оба участника остаются спокойными. Они не провоцируют проблем, не добавляют споров. Ясно лишь одно – после признания они выглядят более умиротворенными. На специальном концерте BTS, состоявшемся в Пусане через несколько недель, был момент, который оставил тысячи зрителей бессмолвными. Когда песня «Spring Day» достигает своего последнего куплета, камера показывает стоящих рядом Тэхена и Чунгука. Чунгук посмотрел на Тэхена, а Тэхен без слов положил руку на плечо Чунгука с нежным смехом. Не было слов, но весь стадион знал, что это значит. Армии, которые присутствовали в ту ночь, описали это как «самый тихий, но самый громкий момент в моем сердце». Суть истинной связи. Один счастливый фанат, встретивший Тэхена возле сеульской студии через несколько недель, осторожно спросил, не жалеет ли он того, что сделал признание. Тэ мягко улыбнулся и сказал: «Я ни о чем не жалею, потому что правда, какой бы она тяжелой ни была, всегда ощущается легче, чем долгое молчание». Эти слова снова стали вирусными, но на этот раз не из-за драмы, а из-за спокойствия. Мир, в конце концов, видит не просто звезду, а человека, который осмеливается стоять между любовью и честностью, даже если и то, и другое не всегда принимается всеми. И, возможно, именно поэтому эта история до сих пор по-настоящему не закончилась. Потому что каждый раз, когда они стоят вместе на сцене, каждый раз, когда их глаза встречаются в маленькой улыбке, мир, кажется, на мгновение останавливается. Никаких слов, никаких разъяснений, только две фигуры, которые напоминают нам, что за светом и славой бьются сердца с той же честностью, что и у всех нас. Наконец, в воздухе остается один вопрос. Готов ли мир принять честность такой, какая она есть? Красивую и болезненную? Может быть, не все поймут, но для тех, кто любил в тишине, кто боялся потерять кого-то, не имея возможности сказать об этом, история Тэхена и Чунгука – это не просто новости, это отражение всех нас. Речь идет о том, чтобы набраться смелости сказать «я что-то чувствую».